Сегодня в Доме кино прощаются с легендарным актером, настоящим генералом, ставшим символом настоящей мужской дружбы, внутренней силы и сдержанности. Третьего апреля унесло жизнь 68-летнего Алексея Булдакова. По артисту скорбят поклонники, друзья, родные и близкие. На панихиде появился внебрачный сын Булдакова, который невероятно похож на покойного отца. В фойе Дома кино царила особая атмосфера, звучали песни из репертуара артиста, «Офицеры», «Не для тебя цветут сады», «Одинокая гармонь», а на экране появлялись кадры из многочисленных работ с участием Булдакова. Первыми прощались со звездой военные. Именно за образ генерала Иволгина из киносаги Александра Рогожкина особенности национальной охоты знают и любят Алексея Ивановича. Кстати, за этого героя его наградили премией Ника за лучшую мужскую роль. Во время всей панихиды у гроба стоял почетный караул, охраняя покой Булдакова. Проститься с ним пришли десятки поклонников с огромными букетами цветов. Родные еле сдерживали слезы. Среди них был замечен 31-летний внебрачный сын актера Иван. Он вместе с матерью живет в мальтийском городе Свие, получил образование в сфере туризма и успешно трудится в этой области. С отцом Иван виделся редко, но они поддерживали связь по телефону. Многие заметили, как похож он на своего знаменитого родственника. В зале звучало множество добрых слов. Проводить Булдакова в последний путь пришли актеры Александр Панкратов Черный, Сергей Маховиков, Владимир Долинский, Всеволод Шиловский, Анна Козючец, Наталья Харахарина, Владимир Ермин, телеведущий Леонид Якубович, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московского парламента Евгений Герасимов, режиссер Борис Афраимович. Слова соболезнования в письме выразил и губернатор родного для Булдакова Алтайского края. Как нелепо ушел из жизни. У него было много планов. Жизнь его помотала, но на нем это не отражалось. Булдаков верил, что обязательно сыграет свою роль. Когда мы подружились, я подумал, он обладает такой внутренней энергией. Если бы он получил большую роль, то она была бы не менее знаковой. Люса, близкие, нам будет очень не хватать Лёши. Он наш генерал-маршал отечественного кино, произнес Евгений Герасимов, информирует Старыт. В нашем ремесле бывают случаи, когда жизнь идет в противовес тому, что ты делаешь, сказал со сцены Всеволод Шиловский. У Алексея жизнь началась с таких мытарств, с такой голодухи. Надо было иметь характер Булдакова, чтобы не озлобиться и оставить в себе любовь к людям, фантастическую скромность в любых проявлениях. Единственное,
О чем я прошу, так это чтобы у Людочки были силы пережить это потрясение. Лешенька, спасибо тебе за все, ты с нами всегда. В нашей жизни был светлый и талантливый человек. Я счастлива, что Булдаков был в моей жизни. Мы играли с нескольких картин. Мне повезло, что у нас были съемки и за границей, когда совсем другая обстановка, когда говоришь о жизни. Вот это наше общение с утра до позднего вечера, эти наши разговоры, они навсегда останутся в нашем сердце. Мне сложно в такой обстановке делиться какими-то конкретными вещами, но Алексей был замечательным человеком. Не уберег он себя, но меня он учил. Надо себя оберечь, такая у нас профессия, сказала Наталья Карахарина.